И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Тема сегодняшнего видео – как быстро вырастить фаленопсис с помощью настоя одного чудеснейшего лекарственного растения. Это продолжение цикла видео о подорожнике. Ссылки на прежние видео этого цикла я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Там же для тех, кто торопится, будут размещены тайм-коды для удобной навигации по видео и для быстрого перемещения от одной части видео к другой. А для тех, кто привык разбираться в вопросе досконально и смотреть все внимательно, мы, как всегда, начнем обо всем по порядку. В последних числах апреля 2022 года я увидела маленькую зарождающуюся детку на пне фаленопсиса Келлион. Этот пень представлял собой буквально 1 сантиметр ствола фаленопсиса. В предыдущем видео по заданной теме я рассказывала вам, как можно получить детку буквально с 1 сантиметра ствола орхидеи. Главное условие для получения новой жизни на безлиственном пне орхидеи – это наличие хотя бы одной живой меристемы. На момент обнаружения размер этой крохи не превышал размера спичечной головки. И сейчас мы будем смотреть, как развивалась эта малышка в моем домашнем уходе 2,5 месяца. И какой уход был обеспечен ей для получения результата. Через несколько дней после обнаружения Келли, так ее назвали зрители, на канале вышло видео о ее рождении. Эти кадры были последними из тех, которые вы видели. Ну а дальше начались будни по выращиванию здорового, крепкого, сильного растения с прекрасным иммунитетом. Новоявленной орхидее был обеспечен длинный световой день, 14-16 часов в сутки и каждодневные водные процедуры. Несколько раз в день это растение подвергалось опрыскиванию. Несмотря на то, что растение еще микроскопическое, вода попадает ему везде, даже в центр розетки. Я не промакиваю эту воду, вода испаряется самостоятельно или впитывается во внутренние ткани растения. Еще раз акцентирую ваше внимание. У орхидей абсолютно ничего не гниет от воды. У орхидей все гнилостные и бактериальные процессы происходят только за счет неправильно организованных условий выращивания орхидей. Не воды и не солнечного света боятся орхидеи. Орхидеи боятся помещений с плохим воздухообменом, темных стеллажей с недостаточным освещением в глубине комнаты. А еще орхидеи боятся недостатка воды и желания их владельцев посильнее просушить им корни. И поскольку мой метод выращивания орхидей абсолютно диаметрально противоположен всем этим догмам водо- и светобоязненности, я выращиваю свои орхидеи с максимальным количеством света, в том числе прямых солнечных лучей, и с максимальным количеством поставляемой орхидеи воды. На ваших экранах первый промежуточный результат, первые 3 недели жизни орхидеи и 3-й растущий молодой листик. Хочу обратить ваше внимание, что в первый месяц развития я опрыскивала эту орхидею только кипяченой водой, никакие лекарственные настои не применялись. С наступлением лета на 2-й месяц жизни этой орхидеи в уходе за ней я стала применять лекарственный настой листьев подорожника для активации роста этой малышки. Результат не заставил себя ждать. Посмотрите, как изменились темпы роста этой орхидеи буквально за несколько недель. О целебных свойствах подорожника подробно я рассказывала в одном из предыдущих видео. Если вы его не смотрели, очень рекомендую посмотреть. Если в прошлом видео мы использовали сок листьев подорожника, то в этом видео я расскажу вам, как приготовить настой
из листьев подорожника. Основная ценность настоя из листьев подорожника в кислотах, которые в нем содержатся. Полный спектр кислот, содержащихся в подорожнике, очень широк. Его вы можете увидеть на своих экранах. Из всего этого обширного перечня я выделю для вас лишь органические кислоты, которые необыкновенно полезны для орхидей. И это щавелевая, винная, лимонная, яблочная и янтарная кислоты. И все эти органические кислоты абсолютно бесплатны для нас и содержатся в подорожнике в 100% натуральном виде, без искусственной синтезации. А это очень важно и для человека, и для орхидей – использовать 100% натуральный продукт. Итак, для приготовления настоя берем листья подорожника и его соцветия. Процентное содержание листьев и соцветий в настое не принципиально и не критично. Для приготовления настоя и листья, и соцветия необходимо измельчить. Измельченное сырье помещаем в керамическую, эмалированную или стеклянную посуду. Емкость должна быть заполнена сырьем на 1/3. Для приготовления настоя я использую кипяченую воду температурой 70-90 градусов Цельсия и никогда не использую кипяток. Наша задача – сохранить максимальное количество полезных компонентов и соединений в готовом настое. Заполняем емкость горячей водой доверху. При этом необходимо отследить, чтобы все сырье было покрыто водой. Обязательно закрываем крышкой и укутываем чем-то теплым на 12 часов минимум. Для приготовления более высококонцентрированного настоя вы также можете применить термос. Кроме того, как я уже ранее говорила, для приготовления настоя можно использовать жмых, который остается после приготовления сока. Для этого достаточно залить жмых водой и также настоять 12-14 часов. Затем настой процеживаем и начинаем использовать по назначению. Для этого к 1 стакану настоя добавляем 3 стакана кипяченой воды. Преимущество настоя подорожника в том, что его можно использовать не только для опрыскивания листвы орхидей, но и для полива. Этот настой вы можете использовать для микрополива любых орхидей, больных, ослабленных, а также орхидей во время реанимации. Кроме того, этот же самый настой вы можете использовать и для обыкновенного полива проливом, как это делаю сейчас я на ваших экранах. В случаях, когда деминерализация ваших орхидей уже налицо, вы можете применять полив замачиванием. В общем и целом настой подорожника можно использовать во всех случаях жизни и при всех способах полива. Ну а пока наша Келли поливается проливом, а во Владивостоке по-прежнему идет дождь, мы можем пронаблюдать, как за 2,5 месяца выросла наша малышка. Посмотрите, у маленькой орхидеи, рожденной на пне, растет уже 4-й листик. Размах тех листиков, которые выросли прежде, достигает 10 сантиметров. Листья загорелые, упругие, с прекрасным тургором. И всем своим видом малышка показывает нам, что здорова, счастлива и готова к покорению новых вершин в развитии. Посмотрите и оцените сами. Вот это было 2,5 месяца назад. Как-то в комментариях у меня спросили, а крышечка для чего? Друзья, крышечка для масштаба, для того, чтобы вы могли оценить размер, ведь все знают, какого размера стандартная пластиковая крышка у бутылки. А вот это стало после 2 месяцев в моем уходе. Из этих 2 месяцев 1 месяц я применяла и для полива,
и для опрыскивания настой листьев и цветов подорожника. Всего 1 стакан настоя подорожника обогатит воду для полива вашей орхидеи, для опрыскивания необходимым количеством макроэлементов, витаминов и обширным спектром незаменимых органических, жирных и фенольных кислот. Те, кто уже начал применять сок подорожника на своих орхидеях, отмечают увеличение тургора листьев буквально на глазах. Настой подорожника сможет укрепить вашу орхидею изнутри посредством сосудистой системы орхидеи. Я уверена, что все эти открытия у вас еще впереди. А пока я напомню вам, что 11 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.